Всем привет! Меня зовут Лера, и сегодня я покажу вам, как настраивать передачу новых контактов из системы AI-MyLogic в Zoho. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные про обращение клиентов в другие системы. Например, в Zoho вы сможете создавать новые лиды на основании новых обращений клиентов из AI-MyLogic, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных AI-MyLogic. Теперь необходимо выбрать действие «Получить данные». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт AI-MyLogic к системе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Скопируйте ссылку в поле URL для приема данных и перейдите в личный кабинет AI-MyLogic. Далее необходимо перейти в раздел «Настройки». Теперь необходимо вставить скопированную ранее ссылку в поля вашего веб-хука и вашего тестового веб-хука. После этого необходимо сгенерировать тестовые данные через систему AI-MyLogic, в данном случае путем общения с ботом. В настройках вашего бота необходимо отметить молнии, по каким блокам необходимо передавать данные по веб-хук. После этого тестируем бота. После того, как вы сгенерировали тестовые данные, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом нет необходимости, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы можете увидеть тестовые данные, которые мы только что сгенерировали. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, описанные ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных AI-MyLogic успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы выбираем Zoho. Далее необходимо указать действие «Создать лид». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Zoho к системе Apex Drive. Введите свой email и пароль к вашему аккаунту Zoho. Теперь необходимо дать разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Zoho. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля для создания нового лида в Zoho. Для того, чтобы добавить переменную в поле, кликните в него и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание,
Вы можете не только добавлять переменные, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые данные назначены в полях, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Zoho». После успешной отправки переходим в Zoho и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе настройка приема данных Zoho успешно завершена. Далее необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!